Так. Все, кадр 1, дубль 1, поехали. Kid, I got some bad news. You fly like a plane, I'll crash you. Run your motor mouth, bitch, I'll smack you. I go ape shit on your whack you. Throw my shit back on my chest like a baboon. What you want, a black Jew that rap sings and acts too. Fuck that gay shit passed through and y'all facts bigger than statues. School hit this my classroom with your mixtape sitting in the bathroom. Fuck y'all and y'all values. Check a vodka, proper value. Values, Illuminati. Ratchet here to pollution my ribs, to lose your psychic. Who can I think? I made a talking to the music I make, but losing I think. You can kindly suck my dick till shoot the slime or Brew can fight me. Coming out you with my fresh rare case, you can buy my Nike. Сегодня мы с вами поговорим о моей последней съемке. И да, я буду крутить кубик Рубик, потому что почему бы и нет. Поговорим сегодня о съемке, на подготовку которой ушло около месяца. От самой задумки, вообще идеи, то, что эта съемка будет, до самореализации всех нюансов и постпродакшене также, и до продакшена, просто вообще о всем. Начнем с того, что в этот раз, наконец-таки, эскиз я все-таки сохранил. Он, между прочим, прямо здесь. Вот. Самое интересное то, что я не знал, как изобразить белое платье на белой бумаге. Логично было взять черную, но я решил просто нарисовать черным цветом, а когда включал камеру, допустим, камера на телефоне, чтобы посмотреть, как все это выглядит, я просто включал режим негатива в черно-белом формате. Вот. И полностью прям было то, что нужно, я могу сказать. Довольно-таки, кстати, удобно, интересно именно смотреть на фотографии, либо на эскизы своих работ в негативе. Потом я, по-моему, еще сделал конечную фотографию одну в негативном цвете, тоже смотрится довольно-таки интересно. Самое интересное и, собственно, ради чего, в чем была одна из самых больших трудностей. Мы запланировали съемку на определенный день, но в моей голове не хватало всего лишь одной детали. Это дым-машина. О дым-машине мы, скорее всего, поговорим в каком-то, возможно, отдельном видео, но это не точно. И самое главное то, что это были праздники, и доставка с Алиэкспресса, если бы она заходила, она бы пришла, наверное, через полгода. Поэтому я решил заказать на русском сайте. В итоге дым-машину назначили, по-моему, на 19 число. Из-за новогодних праздников она пришла ко мне где-то недели 3-2. Вот. Но в итоге она пришла даже раньше. Но проблема в том, что модель не могла добраться в день, собственно, когда придет дым-машина, и я ее хотел все-таки потестировать, потому что, чтобы не было каких-то неожиданностей на самой съемке, я решил все-таки взять несколько дней и протестировать. Параллельно со всем этим происходила сама подготовка локации, можно так сказать. Как всегда, в последнее время я сшил платье по эскизу. Это было, кстати, можно сказать, сложнее, чем в прошлый раз с розовым костюмом, который был в предыдущем видео, в прошлой съемке. Но это заняло, наверное, чуть больше времени. Это более была такая кропотливая работа, и я узнал много нового, можно и так сказать. Bet your life on it. He got the ice on it. Wrist
finger your chin, you looking like fake. Trash them past it, you looking like race. Мне очень нравится крутить этот кубик Рубик. Он как-то успокаивает. Знаете, игрушки антистресс, только у меня кубик Рубик почему-то. Когда-то я его даже собрал. Ну ладно, мы немножко отвлеклись. Самое интересное то, что мне захотелось сделать такую мрачную... Ну, в моей голове была очень мрачная картина. Я хотел выделить именно платье, модель просто, об этом чуть попозже, бесконечная любовь, благодарность и так далее. Я хотел принести на студию, собственно, на это же место, хотел принести огромное количество веток, возможно, даже дерева. Казалось бы, вот в чем проблема самых обычных студий, в которых я не снимаю? Там невозможно сделать декорации. Допустим, если ты туда принесешь те же самые ветки, во-первых, тебя оштрафуют на 1 миллиард рублей, и просто типа, порча имущества и так далее. Я, по-моему, видел одну съемку, где таскали, по-моему, землю или еще что-то. Короче, фотограф рассказывал то, что с администрацией в фотостудии была проблема, и то, что их потом там типа оштрафовывали, там якобы они там что-то испачкали и так далее. В этом, конечно, самая большая проблема. Поэтому я решил построить такую... Мне очень понравилось, как журнал назвал мою работу «Сонной лощиной», этот эдиториал. Вот, это очень довольно-таки интересно. Я вспомнил фильм Тим Бёртона, по-моему. Возможно, я ошибаюсь, это не Тим Бёртон снимал «Сонную лощину». Но это довольно-таки подходило по названию. Вот. Я принес из леса довольно-таки много деревьев, веток. Они были с мхом, совершенно разные. Одни были такие более желтые, другие были прям выгоревшие серые. И некоторые были даже чутка зеленоватые, но в основном я брал именно серые и желтые такие, подгоревшие чуть-чуть. Мне хотелось сделать, возможно, что-то похожее на выгоревший лес, потому что дым-машина создавала такую прям дымную атмосферу, как будто это пожара, может, после пожара, что-то такое у меня в голове. После съемки возникли ассоциации. Немножко по порядку. Сначала все-таки я занялся поиском дым-машины. Дым-машину нашел, хорошо. Мне пришло уведомление, то, что она придет позднее, чем планировалось, поэтому съемку мы перенесли еще дольше. Но на самом деле я выиграл из-за этого время, поэтому спасибо. Все, что не происходит в этой жизни, особенно доставка, я смог выиграть время, потому что с платьем возникли не то что трудности, но на него ушло очень много времени. И оно могло выглядеть совершенно по-другому, если бы дата была типа ближе, чем планировалось. Потому что я нарисовал эскиз, меня практически все устраивало. Я видел кадр, я видел, как оно будет смотреться в кадре, как оно подходит к модели и так далее. Но я почему-то не шел его создавать, давайте так это назовем. Я ждал какого-то определенного момента, не знаю какого. И ночью я просто подрываюсь, наверное, в часа 2-3, и просто перерисовываю этот эскиз с ног до головы. Идея такая же остается, но я добавил эти потрясающие волнистые рукава, и это совершенно смотрелось по-другому, просто что-то такое космическое. Полностью деформируется фигура, рост кажется выше из-за выреза, где колено.
И такие геометрические формы, они создавали такую иллюзию, как будто тело немного непропорциональное, можно и так сказать. Вот. Наконец-таки эскиз платья был готов. На следующий день я пошел его, собственно, создавать. Я потратил на него, наверное, дня 2-3. Да, скорее всего, 3 полноценных дня. И потом я ездил и докупал, по-моему, что-то. Нет, молнию я взял со старого. Да, я сделал в конечном итоге, как казалось, я опять сделал подплечники. И это смотрелось так более массивно. Не знаю, мне очень нравятся острые плечи. Хоть что вы со мной делаете? Затем мне нужно было объяснить модель, что я в принципе от нее хочу, какое настроение я хочу передать именно по тому, как она должна ощущать себя в кадре. И на самом деле она поймала вот то самое настроение, тот сам, можно сказать, образ, который я вот именно создал у себя в голове. Сейчас будет немножко так обобщенно. Верх должен был, лицо, прическа, все остальное, макияж должен был быть таким более грозным, возможно, мудрым, что-то типа ястреб, сова, что-то, знаете, в такое более хищное, мудрое, если ассоциации с животными, такое коричневое, не пастельное, а вот именно коричневые, такие темные тона. А само тело, движение в кадре, вообще подача, это должно было быть как, возможно, какая-то бабочка. Вот знаете, в детстве, когда ты ходишь по даче, либо по огороду, цветы расцветают, тюльпаны, там, все остальное это уже ближе к лету. И всегда летают такие белые бабочки с такой черно-серой окоемкой на крыльях. И это смотрится довольно-таки интересно, красиво. Вот почему-то у меня такие ассоциации. Я попытался на примере бабочки и тех животных объяснить, что я хочу. На самом деле я дико поражаюсь и благодарен людям, которые просто соглашаются на мои идеи, потому что... Так, ладно, это вырежем. И после того, как я подготовил уже саму площадку, я решил создать прям такую темную, черную атмосферу. Поэтому я просто нашел всю ткань, которая только существует, наверное, у меня. Полностью покрыл фон, пол и так далее. Притащил просто невероятное количество веток. Мне пришла дым-машина, я с ней разобрался, потестировал. И, собственно, платье уже было готово на тот момент. И все, мне осталось дождаться модель. Мы назначили день, целый полностью день. Модель приехала. Просто настолько влиться в кадр, я не знаю, как передать эти эмоции, ощущения, но я получил дикое удовольствие. Мы начали снимать... нет, предыстория такая небольшая. Прическу пришлось сделать мне. Так что я теперь еще и мастер по волосам. Просто чем я занимаюсь? Фотограф, шьет вещи, делает прически, декорации, все, что только можно. Мастер на все руки, крутит кубик Рубик. И что-то еще пытается в ораторском мастерстве. Вот. Поэтому мы сделали прическу. Получилось, кстати, довольно-таки неплохо. Я думал, получится хуже. Но потрясающий макияж просто. Она попала в настроение. Вот прям, знаете, вот дартс, это вот так вот бросаешь, и это прям в десятку. Там, по-моему, 10-бальная шкала, да? Вот. Сама съемка прошла как будто вот так вот по щелчку пальца. Мы дымили дым-машиной, наверное, часов... Не знаю, сколько мы снимали, часов 5, наверное.
Да, где-то так, может, 4-5 часов просто. Дым-машина, она была в шоке. Она такая, я не предназначена для такого количества, наверное. Но подумала, что она находится в каком-то клубе, возможно, потому что она, в принципе, рассчитана под клуб. Такая маленькая, ну ладно. Дым-машина справилась со своим обязанностям просто на 100%. Модель отработала тоже потрясающе. Просто настроение съемки, как все это выглядело, макияж, просто потрясающе. Мы отсняли. После этого у меня настала стадия осознания, что мы вообще отсняли. Еще одна деталь была такая интересная. Это большое зеркало, которое я как раз в день съемки и решил отмыть. Я его нашел, вспомнил то, что оно у меня где-то валялось, и я его решил... Оно было в клею, по-моему. Да, оно было в клею и бумаге. Не спрашивайте, почему оно было в клею и бумаге. Это уже мои мозговые фантазии. Вот. В итоге мы его отмыли спиртом. Жидкостью для снятия лака, по-моему. Она очень хорошо снимает клей и бумагу. Зеркало, по крайней мере. Я его натер, оно просто сияло. И оно тоже дало такую прям очень крутую изюминку в кадре. И там есть прям кадр с этим зеркалом. Один из самых основных, он выглядит очень круто. Оно как будто, знаете, такой портал в какую-то другую вселенную, но при этом отражает типа вот эти деревья, дым, который был на полу. И все это прям так срослось в такую прям мистическую картинку. Вот, поэтому «Сонная лощина» довольно-таки круто подходит к этому названию. Это название круто подходит к этой съемке. После этого действительно наступил какой-то отходняк, потому что я не знал, как я буду обрабатывать, потому что там кадров просто, наверное, невероятное количество. Но мне удалось все-таки выбрать самые лучшие кадры. Просто отбор материала — это отдельная история на самом деле. Насколько это все сложно, жалко, но при этом я все-таки выбрал именно самые лучшие кадры, по моему мнению. И это смотрится довольно-таки разнообразно, гармонично, хоть при этом и один образ, но довольно-таки очень целостный, я могу сказать. Sitting on the dashboard, but it ain't about the speed, it's about it really wide. This is how I ride, this is how we ride. You alive, do it for my tribe. Pull up, then we slide. 45, we gon' glide. Pull up, then we slide. 45, we gon' glide. Pull up, then we slide. I ain't never gonna fall, flying up and high that I'm all. I ain't I'ma fly up on the wall, I've been trying to evolve. Running out of time, trying to solve. Running out of mind, I've revolved, trying to find what I lost. All I'm on what it costs, I've been trying to curry no sauce. Trying to bury my thoughts, cold heart, hurry more frost. And my sights all blurry, eyes crossed. Wasn't raised, wasn't balls. Going on my grave, wasn't pulse. Riding on my wave, you get tossed when I'm paving it's off. Any other way, I've been lost. Nowadays, paid to be sauce when I'm on a big two throw. Too cold, flow sweet like glucose. Arms length, that's too close. All guap, never did it for the kudos. Yeah, you'll follow your fate, don't plan it. Yeah, hold on that way, just man it. Get ready or not, don't panic. Light up my blunt, botanic, tannic. All of my plays organic, all of my days are manic. Yeah, all of y'all hate, can't stand it. And it's free fake, that's standard. I've been at the top so long, I got no way down. Haters steady playing, but this not no playground. See you tryna pull me, but I don't feel way down. Heard you tryna play me, but your boy don't play around. Hey, I pull up, pay with the bag. Hey, if I need to work, I hit the lab. Numbers sitting on the dashboard, but it ain't about the speed, it's about it really wide. This is how I ride, this is how we ride. You alive, do it for my tribe. Pull up, then we slide. 45, we gon' glide. Pull up, then we slide. 45, we gon' glide. Pull up, then we slide. Yeah, I was chasing a check, it felt like chasing a jet. I was on lag, was doing bad, boy, I was sick with the strep. Ayy, F it, I need my respect. Ayy, but I could fiend for neglect. Ayy, that just helped me in my rep. Go up to the skies, up to the stars, like I be smoking on Mars. Ayy, don't need the cars, don't need the broads, I just deliver the bars. Ayy, bitch, I was stuck in a box, had me feeling like a mime. And since music is my everything, I had to call it a mime. Ayy, this is the moment
but sometimes I just like to lose. Help me learn my lessons, taught me how to move. Ay, ay, I pull up, pay with the bag. Ay, if I need to work, I hit the lab. Numbers sitting on the dashboard, but it ain't about the speed, it's about it with And the now we ride. vibe, this is how I ride, this is how we ride. To alive, do it for my tribe. Pull up, then we slide. 45, we gon' glide. Pull up, then we slide. 45, we gon' glide. Pull up, then we slide. На самом деле, спустя время, когда вот, допустим, проходит съемка, ты весь такой на эмоциях, все помнишь прям так детально. А потом, допустим, когда проходит какое-то время, я, в принципе, хотел записать это видео раньше, но мой микрофон решил немножко не быть в наличии, мне пришлось его заказывать, поэтому съемка видео перенеслась на несколько недель, наверное. Вот. И как-то эмоции не то, что угасают, а просто ты забываешь, как будто это какой-то сон. Типа, если ты не запишешь, не запомнишь его, когда проснешься, то ты прям большую часть именно потеряешь. Это тоже довольно-таки интересно по поводу работы нашего мозга, памяти и так далее. В последнее время мне нравится делать эскизы. Я бы хотел, наверное, еще каждый кусочек материала прикреплять к самим эскизам. Это тоже было бы интересно. Вот, поэтому на память такие заметки. Раньше я очень редко именно рисовал какие-то эскизы, но что-то в последнее время мне нравится зарисовывать. Это как-то более... Картина смотрится более... Ты ее можешь разобрать, дополнить, возможно, как-то. Вот, поэтому записывайте идеи, зарисовывайте, запоминайте свои сны, и все будет прекрасно. Снимки можно посмотреть в Инстаграме. Я думаю, что я их прямо сейчас и выложу на момент, когда выйдет данное видео. Мы можем еще надымить до машины чуть-чуть. Вот. Я думаю, чуть-чуть хватит. Поэтому не буй. Спасибо за просмотр.